Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Огурцы по-болгарски – известный рецепт еще советских времен. Огурчики получаются изумительно вкусные и хрустящие, и сегодня я с вами поделюсь этим рецептом. Для рецепта берем маленькие отборные огурчики, сахар, соль. Тут у нас лист смородины, лавровый лист, душистый горошек. Можно использовать также лаврушку, укроп, листья вишни. У меня здесь зерна горчицы, лук, можно использовать чеснок и уксус 9%. Берем стерилизованную литровую баночку. У меня с закручивающейся крышкой. Можно использовать обычную крышку, которую закатывает машинкой. На дно мы укладываем лавровый листик, перец с горошком. Вот он, немного горчицы зерен, где-то чайная ложечка. Так, лучок. Лучок у меня, этот лук пойдет на 2 баночки. Я разрежу и на низ. Листик смородины. Все это мытое хорошо. Так, добавляю сразу же соль. Но все берем без горочки. То есть, если вы сомневаетесь, лучше сделать вот так вот. Лишнее снимаем. И сахар. Сахара в 2 раза больше, чем соли. Дальше у меня есть такой мерочный стаканчик, тут на 40 мл. Вот как раз эти 40 мл мы сюда в баночку и наливаем. И закладываем огурчики. Все вроде бы положили, теперь можно огурчики закладывать. Можно просто хаотично бросать, можно их выкладывать как бы так вверх. Чем мне нравится этот рецепт, что не надо многократно заливать рассолом, горячей водой. Все очень просто, как огурчики по-венгерски. Не забудьте, огурчики должны быть тщательно вымыты и желательно за час до приготовления замоченные в воде. Так, я еще тут для живости добавила болгарский перчик красненький, чтобы так симпатичнее выглядело. Теперь берем обычную, у меня фильтрованная вода, можно кипяченую, холодную добавлять, и заливаем баночки. До конца. Ну, там остается буквально пару миллиметров. Прикрываем крышками, не закрывая. Теперь берем кастрюлю широкую. На дно выкладываем тряпочку. Это для того, чтобы не лопнули банки. Заливаем также холодной водой. Сейчас баночки установим немножко. И заливаем водичкой, так вот, чтобы, в принципе, до конца, до краев кастрюли, это где-то получается по плечике. Мы стерилизуем огурцы в кастрюле не заливками несколько раз, а именно в кастрюльке. Так, мне надо накрыть крышкой, но так как крышка сюда вот не подходит, будут огурчики открыты, поэтому я использую вот такую миску по диаметру, подходящую кастрюле. Накрываю, включаю нагрев. Я поставлю сразу на большой и довожу до кипения. Как только вода в кастрюле закипела, убираем огонь на минимальный и стерилизуем 5-10 минут. Огурчики должны стать такого оливкового цвета. Через 10 минут отключаем нагрев, снимаем крышку и достаем баночки. Вот по огурчикам видно, что они стали такого оливкового цвета. Банку закрываем. Одна. Все. Теперь баночки убираем в теплое место, хорошо их укутываем и оставляем так до полного остывания. Такая консервация прекрасно сохраняется в обычной кладовке. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!